Всем привет, дорогие друзья, с вами Айбек Касымов и мое очередное видео на канале Биогаз Узбекистан, где мы рассказываем о биогазовых технологиях, выявляем ошибки, делимся опытом и делаем так, чтобы на наших ошибках другие люди не делали ошибки. Умные люди научатся на людей, умные люди учатся на ошибках других людей. Сегодня я хочу вам рассказать и показать, выявить ошибки биогазовой установки 15 тонн, которая сделана из жженого кирпича на землю. Это видео прислано нашими подписчиками для видеообзора и выявления ошибок, где какие ошибки были сделаны и как их можно устранить вообще, и можно ли вообще, будет ли эта установка работать. Так, я перехожу к нашему видео. Вот, друзья, вот эта установка, сейчас я постараюсь ее сделать так, чтобы она были, ну вот так вот. Смотрите, друзья, установка сделана в виде шара, то есть круглая, из жженого кирпича, 15 кубов. Какие тут ошибки? В данный момент давайте найдем вовнутрь и видим изнутри. Какие ошибки вот у нас внутри? Как видите, тут сделано у нас отопление пластиковыми трубами, также мешалка, вручной механическая мешалка. Я точно такую же сделаю установку, но в квадратном виде делаю установку, и вот эти же ошибки я тоже выделал. Это все, поймите, это все то, что вы видите, это стоит денег. Это не просто так это все сделано. Во-первых, ошибка – это то, что сделано тут пластиковыми трубами. Нельзя использовать отопление пластиковыми трубами. Это нет смысла этого. Я уже делал. Пластиковые трубы, они хорошо обогревают пол. Но поймите, у вас, если эта установка 15 тонн, у вас примерно около 9 или 10 тонн жидкого навоза. Это жидкости, понимаете? Жидкости. И вот эту всю жидкость надо обогреть до 38 градусов. А вот этот пластик, он никогда не обогреет 38 градусов, понимаете? Вы должны создать чистый натуральный кипятильник. То есть использовать металлические трубы. Можно использовать и нержавеющие трубы, но это очень-очень дорого. Это грандиозно дорого. Поэтому можно использовать металлические. Задавали вопрос, а металлические трубы не заржавеют, что с ними будет? Поэтому рекомендуется использовать толстостенные металлические трубы. После того, как вы их, вот видите, тут заметно, что человек покрасил, там наверху, я не могу показать, верхняя часть вот тут вот, металлическая труба покрашена. Точно так же вы должны покрасить хорошей масляной краской должны покрасить ваше отопление. И в этом виде ваше отопление будет работать примерно 2 года. Через 2 года вы открываете, опять делаете профилактику, снова красите ваши трубы и опять закрываете и делаете новый запуск. Это, ошибки, то, что сделаны пластиковыми трубами. Вторая ошибка. Как видите, сделана мешалка. Вот она мешалка, тут арматуры, чтобы перемешивать субстрат. Я это точно так же сделал. Советую вам посмотреть видео до конца, где я показывал свои личные ошибки, как я точно такую же мешалку сделал. В итоге эта мешалка вообще не работала. С этой мешалкой вы не сможете там повернуть сверху, понимаете? Там будет жижа, каша, большая каша, которую вы арматурами хотите перемешать. Чтобы вот это все перемешать, у вас, во-первых, вот эта арматура, она должна быть, хотя бы сотая. Металл, чистый металл, не труба, чистая. Пруд, сотого размера, плюс наверху должен стать офигительный редуктор, чтобы это все перемешать. И вот эта вся нижняя часть, она у вас, сразу говорю, она развалится. После того, как заржавеет, она сразу развалится. Это не пойдет. Поэтому самый лучший вариант смешивания субстрата – это использовать компрессор, ресервер и смешивать воздухом, то есть метаном. Вы откачиваете метан в ресервер, потом этот же метан с помощью вот этим пластиковыми трубами даете под давлением, и сразу это все смешивает булькивание, кипятка, эффект кипятка, как вы знаете, это все перемешивается. Самый лучший вариант, это самый дешевый, самый лучший, самый легкий вариант это. Механический способ я вообще не советую, потому что еще самое интересное, чтобы вот этот механический способ у вас работал обалденно, у вас должен быть обалденный классные сальники наверху, чтобы не пропускал газ. А при барбитации это не надо. Так, вторая наша ошибка, наружная ошибка. Что тут у нас наружная? Во-первых, надо обязательно наружную часть утеплять. Еще, извините, я еще вот тут забыл вам сказать. Стены, как замечаете, стены покрашены, сделаны штукатуркой. Когда вы загружаете часть, в нижней части вот эта
вот этот песок, вот этот весь кирпич, он будет впитывать влагу. За счет этого ваш субстрат, он будет постепенно высыхать. Поэтому обязательно внутренняя часть должна быть обработана мастикой. Мы используем как бы битумом, но учтите, что при использовании битума должны работать минимум 2 или 3 человека. Один человек внизу всегда работает не более 10 минут. Более 10 минут запрещается работать. Почему? Потому что выходит специальный газ, и с помощью выделения вот этого газа человек, который внизу, он может задохнуться. Второй человек наверху канатом, чтобы сделать так, чтобы канатом удерживать человека наверху. Вдруг возникновение, если человек внутри потеряет свое сознание, чтобы он канатом мог его спокойно вытянуть. У нас были такие случаи, что прям, знаете, сразу 4 человек отправляли в больницу. 3 потеряли сознание внутри реактора за то, что красили. 1 человек то, что додумался, но спустился наполовину, но его тоже отправили в реанимацию за счет отравления легких и потери сознания. 3 сразу спустили. 1 потерял сознание, 2 спустился, его вытащить, тоже потерял сознание. 3 спустился, тоже потерял сознание. 4 более-менее додумался, каким-то воздухом, макаром вытащил вот этих 2, потом, всех вытащили, но были очень травмы. Поэтому учтите это. Наружная часть обязательно должна быть утеплена на все 100, потому что в первую очередь играет утепление. Чем больше вы толще утепляете, тем лучше получается у вас. Почему? Когда вы нагреваете 38 градусов, если у вас обалденное утепление, то ваша установка будет терять тепло 1 градус в сутки. Почему? Если вы знаете, в книгах учитывается то, что выделяемый газ примерно 10-15% используется для самого реактора, чтобы обогреть самого реактора. Это примерно, если ваша установка, 15-тонная установка будет примерно, скажем, около, если хорошего качества будет навоз, то будет примерно около 20-25 кубов газа в сутки давать. 25 кубов газа в сутки, 10% это 25 кубов газа будет использоваться на биореактор. Он не будет работать с утра до вечера. Он будет работать частями. Например, там ваш градус понизился на одну температуру, но он будет где-то около 15, около получаса работать, температура поднимает до 38 и все, останавливается. Поэтому, чем тратить больше на сам реактор, надо большую часть денег тратить на обогрев. Обязательно, даже с нужных сторон, с земли даже. Так, тут у нас видео присланное, сейчас я сделаю небольшой обзор по видео уже. Так, уберем звук. Так, вот реактор, смотрите. Тут специальное вот это место, чтобы загружать загружать реактор. Вторая часть это уже сам реактор. Как видите, утепления нет. Точно так же в нижней части есть какие-то видные, что части утепления, скорее всего целлофана, чтобы влага не поступала. Это тоже отлично, хоть что-то есть. Второе, возможно, тут есть, плохо, что повернули экран, сейчас подходит, верхняя часть. Сразу мешалку можно убрать, мешалка не нужна, вообще не нужна. И как проверять герметичность? Я об этом видео делал, специальное видео, еще раз вам скажу. Когда вы закрываете крышку, закрываете полностью, закрываете сверху глиной, что-нибудь чем закрываете, после этого вы должны что сделать? Вы должны проверить ваш реактор на герметичность перед загрузкой. Как ее проверяется? Например, вы можете 20-30% воды залить, чтобы закрыть нижние части, или же даже чуть больше. Загрузку и выгрузку. Или же закрыть каким-нибудь способом загрузку и выгрузку, закачать туда воздух, обычный воздух с компрессора. И у нас еще мой наставник говорил, это опрессовку. То есть сделать опрессовку. Загрузили воздух, скажем, 0,5, 0,3, 1 атмосферу давления. И оставить на сутки. Если у вас после суток ваше давление понизилось или вообще исчезло, значит у вас есть какие-то обалденные утечки. Сразу что делать? Проверяем утечки шампуневым раствором, то есть делаем шампунь, раствор, и это все надо будет проверить обязательно, потому что газ это такая штука, если вы даже рядом кто-то будет курить, можно, взрыва не будет, но вы будете, грубо говоря, в говне. Так, продолжаем наше видео. Вот, видите,
уже загружено, уже видно, что человек не может никак использовать мешалку, только туда-сюда двигать. И вот тут была еще ошибка, нам говорили, что не выделяется газ. Вообще не получается, что не выделяется газ. Почему не выделяется газ? Потому что у вас есть утечка, вы не делали опрессовку. За счет того, что у вас есть утечка, у вас не выделяется. Вообще после загрузки реактора, еще учтите, что это очень густое, надо налить еще воды. Очень густая жидкость, надо налить воды. После того, как вы загрузили реактор и сразу закрыли, даже при психофильном режиме плюс 19 градусов ваш реактор должен выделять газ. Первые 15 дней он будет выделять очень-очень вонючий газ, который я вам гарантирую. Вот, рядом кто живет, все соседи будут ругаться, очень сильно ругаться, потому что вонять будет, углекислый газ это говно. Не запах, даже не запах говна, не запах, это очень сильный вонь. Вот тут очень много утечек за счет того, что внутренняя часть не сделанная, обработанная, идет утечка. Во-вторых, с наружной части сделанная обработка, только вот штукатурной растворкой, это тоже не гарантированно, что это не дает утечку. Поэтому вам что надо сделать, предпринять, чтобы это все сделать. Вы уже загрузили, выгрузить его вряд ли получится. Тут вот отопление. Вряд ли получится его выгрузить. Вам надо будет закрыть, немного налить воды, очень густая жидкость. Немного налить воды, закрыть плотно, потом компрессором накачать туда воздух и выявить все утечки, места, где все это утечку. Или даже, если вы хотите еще вариант, всю емкость обработать не получится, просто накройте пленкой, накройте плотно пленкой, и у вас заметно будет, что если пленка у вас будет надуваться, значит у вас есть конкретные утечки. Надо устранить утечку и все. Так, дальше идем. Тут еще 28. Так, измерение температуры. Это отлично. То, что вы поставили электронный термометр, это очень классно. Так, отопление, я вам сразу сказал, не работает. Его не стоит использовать, просто тупо трата времени. И так, навоз, птичий помет. Да. И еще, при загрузке. Поймите, что... Сейчас я выйду на большой экран. Поймите, друзья, что метановые бактерии выделяются не в птичьем помете. Метановые бактерии выделяются в чистом, свежем коровьем навозе. То есть, если вы загрузили чистый птичий помет, мы это все испытывали. Мы использовали птичий помет, перепелиный помет. Наш газ начал гореть на 40-й день. То есть, через 40 дней начался выделять метан. А до 40 дней мы просто тупо грели наше оборудование, то, что потеряли 40 дней. В начале запуска я советую использовать 5 к 1, то есть 80% коровьего навоза КРС, навоз КРС и 20% птичьего помета, чтобы выделить метановые бактерии. Вообще, если будете 100% метановый свежий коровий навоз, у вас на 15 день, например, скажем, это у вас факел, да? На 15 день у вас в факеле должно быть гореть спокойно, без всяких обрывов, без ничего. То есть на 13 день, когда вы подводите, например, зажгли там бумажку, и на бумажку, когда вводите костер, газ выделяется, у вас будет всплеск метана. 13-14 день всплеск метана – это когда, если вы используете чистый коровий навоз. Так что тут, скорее всего, использовался птичий помет 100%, поэтому очень долго не выделяется. Но углекислый газ, он будет выделяться. 40 дней будет вонять жутко, а после 40 дней будет уже гореть метаном. С вами был я, Айбек Касымов, и мой обзор о биогазовой установке, которые нам прислали друзья наши, точно не могу сказать, но друзья нашего канала. Присылайте ваши видео на, сейчас я вам напишу тут, так, наложение текста. Сейчас, минуточку, я уберу номер. И вам напишу. У меня есть в Телеграме бот. Вы на этот Телеграм-бот можете биогаз бот. Вот, пожалуйста. Вот на этот бот вы в Телеграме можете присылать мне ваши видео. Я сделаю обзор, выявлю ваши ошибки.
скажу, что правильно делал, что неправильно делал, и сразу я вам скажу вам сразу, я не профессионал. Мой наставник профессионал в этом виде, но я учился у него. В данный момент я не занимаюсь биогазовой установкой, но так как это все знания мои остались у меня в голове, я на этом канале делюсь своими знаниями и просто помогаю людям, тем, которые строят эти биогазовые установки, чтобы они не делали те ошибки, которые я делал, и не тратили те деньги, которые я потратил. Я очень много денег потерял на этой работе, и хотелось бы, чтобы другие тоже не тратили. Вот точно так же сейчас наш друг, как видели, он очень... Мы сказали только ошибки, мы не сказали, сколько денег он потратил, но потратил он хорошую сумму. Спасибо всем, подписывайтесь на канал, если вам наше видео понравилось, пишите комментарии, какие у вас ошибки. Мы специально сделаем для вас видеообзор вот этой части, то что, если можно, присылайте на наш бот ваши видео, только учтите, что мы это видео будем показывать на нашем YouTube канале. Спасибо, пока-пока, друзья.